Ну что, ребят, всем привет! Приехал я в абхазский город-призрак Акармара. Город был основан в 1938 году и на тот момент имел статус поселка городского типа. После Великой Отечественной войны сюда согнали пленных немцев, которые отстроили этот поселок до статуса практически города, и большинство зданий в нем имели западноевропейский вид. То есть город был очень благоустроенный, и очередь на жилье сюда выстраивалась на несколько лет вперед. Главным образом этот поселок организовывался для добычи угля. Но в связи с тем, что здесь просто офигительная природа, ну, мы это сейчас можем видеть, все негативные выбросы сводились практически к нулю. На конец 80-х годов в городе проживало около 5000 человек, но на данный момент там сейчас, насколько известно, в районе 50. Ну что, сейчас пойдем посмотрим, сколько там людей, как они живут, ну и что из себя сейчас представляет город. Еще добавлю, для нас явилось небольшой неожиданностью. По приезду сюда мы узнали, что здесь будут проводиться съемки кинофильма. Вот я сюда приехал, и, как оказывается, здесь готовят площадку для киносъемок. Вот такой неожиданный момент. Фильм вроде как будет называться «Выживший». Вот видите, даже для киносъемочной группы организовали вот такую продажу. Ну что же, давайте посмотрим Акармару, пообщаемся с местными жителями и узнаем, как они здесь живут. Позже мы поднимемся еще выше в горы и посетим поселок Поляну, который, на мой взгляд, значительно отличается от Акармары. Но в конце видео я вам покажу место, которое, на мой взгляд, не совсем обычное для города-призрака. А вот это здание бывшей школы. Это ваша машина? А? Ваша машина? Да. И что потихоньку обворовывают ее? А? Потихоньку обворовывают. Да, вас, блядь, снимаете это. Скажи хоть, правда? А вы здесь живете, да? Сегодня, блядь, это диски, я ему говорил, сними диски. Износился полностью, вот так диска снялось. Кольцо осталось, а этот диск ушел. Ты понял? А эти диски снял оба, хорошенькие, блядь, заменил и один положил в запас. Я ему говорил, сними передок, положи.
Все, раздолбали машину. Волга раньше была самая лучшая машина в свое время. Вот на нем ехать я не заменил бы никакой машины. Да, да, да. На нем идешь, плюет, как на лодке. Понял, как в воде. Да, у меня самого Волга была. Ну, Самого Волга была. Как однокомнатная квартира. да, они делали это, вот здесь съемки, кино снимали. Она во дворе стояла. Ага. Там сюда притащили, сюда, последнюю сюда бросили, когда кино сняли. А сейчас пришли, вот здесь кино снимают, человек 70 или 100 человек Ну, с ничего себе. Москвы. С Москвы? Да, вот здесь Да, под да, рестораном убрали, все. А, я видел. Ну тут у вас красиво, природа очень хорошая. На какой больнице был? Это больница была, да? А вон ворота, там двери стоят с эмблемами. А, надо посмотреть, сходите. Да, А вы здесь живете, да? да. Я 60 лет здесь живу. 60 лет. 20 лет в шахте работал. Земля. А пенсия какая сейчас у вас? Российская Пенсию или... мало дают. Вот это, блядь, что за дура сделали это русские тоже? Че? В шахте я учился 2 года. Год, день теория, день практика, под землей шел. И не засчитали 2 Не года. засчитали? 18 лет получился. Ну, ничего себе. А как я выслуга лет получил, ты герой России далее. Потом новый правитель придет, тебе снимет, что ли? Да, да, вот это ерунда, это неправильно на самом деле. У нас тоже, говорит, вот такой ерунда был, говорит, суд подавали, это подавали, говорит, еле-еле вернули мы. Русский парень мне говорил здесь. Суд посылает, суд, чтобы деньги покушал тоже немножко. Рабочий человек, блядь, все, там отнимет немножко, там отнимут. Да, так мир устроен. Так мир устроен. А у вас сейчас пенсия какая, абхазская или российская? Абхазский я 1,5 получаю, как шахтер. А остальные еще меньше получают? 1500 я получаю. Вы 1,5, а там, по-моему, я спрашиваю... 500 рублей получаю. 500 рублей, да, 500 рублей. В колхозе ты работал, совхоз, шахты, стаж нету, ты 500 рублей. А я как подземный 1,5 и русский 10. А вы здесь боевые действия застали, когда вот были? А? Когда боевые действия здесь были, застали? 60 лет живу здесь я. Застали, да? Конечно. Ну а как здесь вообще вот люди живут? Электричество здесь есть, вот в этих домах нету? Электричество полно. Полно. Мы через год нам не дали, отрезали же грузины. Год без света был, но мы шахтеры канагонки имели вот так. И 24 часа горит канагонка Кузбасс, Донбасс, вот эти черные батареи. За счет батареи этих, да? Они хорошие были. Понятно. 3,5 лампочка, 18 часов горела, почти считай. О, Океан, ничего себе. на одной батарее океаноприемник работал. Боевые действия, что там, что Сухуми, что Гудауты передают же. Все мы на этих приемниках ловили. Лежу, блядь, снег идет, я раз ночью включил, и голос «Свобода Америка» тоже передает все. Там Анатолий Стрелянный был сильнейший тюремщик тоже, корреспондент «Свобода», радио «Свобода». А, бля, как он передавал. А голос такой, как Левитан, вот такой голос имел. Сейчас не видно его что-то, или не слушаю я, может быть, за это. Может быть. А за продуктами куда вы ходите, вот эти продукты купить? Продукты кварчели вот здесь, вот. Сегодня уже и поехал, приехал. Ну это километров 8, наверное, да? 12-10 отсюда до базара. 10 километров. Ты откуда? Я с Тулы, это 200 километров от Москвы. Да? Тула 200, мотороллер был раньше вот так закрыт. Был такой мотоцикл, да. Большой Тула 200 мотороллер. Сядешь, блядь, как тазик большой, колеса внизу. А, блядь, в костюме, брюки, галстук садись, ни один тебе не падал этот грязь. Да. Марка был Тула 200. Привет. Ну что вы? Всем. Здравствуйте. Вы местные, ребят, да? Да. Природа у вас здесь здоровская. А в каких домах живете? Здесь? Нет? Там выше, на поляне? Верхний поселок. Еще поселок. А вот этот мост, который там идет, его снизу можно как-нибудь посмотреть, снять? Вот это мост, вот это? А как пройти туда? Вокзальский. Ну, я не знаю, Вот этот вот снизу с дороги. Вот здесь? Большой мост вот здесь стоит. Здесь мы... вот отсюда? Вот здесь поворот возле гаража направо и прямо мост. Понятно. Вот здесь 2 гаража и сразу разворачивай направо. Ясно, понял.
А теперь давайте прервемся на полминутки. Я вам покажу больницу, а вернее то, что от нее осталось, о которой нам говорил местный добродушный старик. На самом деле, местные жители не очень общительные и особенно не любят рисоваться перед камерой. Если вы обратили внимание, то даже местные мальчишки, подошедшие к нам, увидев камеру, отошли в сторону, чтобы не попадать в кадр. Впоследствии мне все-таки удалось с ними пообщаться. И они мне рассказали немало интересного. И даже удивительного для меня. Помимо прочего, они рассказали о своей жизни здесь. И о том, как зарабатывает большая часть взрослого населения, живущего здесь. Но это мы с вами скоро увидим. Логически он 4-3 этаж, видишь? Ага. А в этом доме тоже люди живут, да? Вот это дом же специально жилой дом. А вы в каком живете? 60 квартирный. 60 квартир, а вы в каком живете? Здесь нет? Там живу в конце. В В конце, ясно. в этом доме. Понятно. Я один живу. Ну И ладно. Вот эти фрукты после войны все сделал я. Вот это, что видишь? О, здорово. Вот это, что видишь? После войны все делал я. Асфальт вырыл, положил. А там во дворе бичи сердце корольки 5 штук сделал. Ничего себе, здорово. 5 штук, вот такие растут. Сочинские кушали, говорю, мы в жизни такой сладкий не кушали, говорю. Я колышкой сбивал, вот так. Раз, лови, я говорю. Я говорю, поймаю, говорю, парень. Бах, один уронил, второй, а девчонка была с ними. Человек 6-8 был. И она как начала ловить, все как на ветру ловила. Вот я говорю, волейбол играла, там этот мяч, этот, который в корзину бросает, знаешь? Да. Я говорю, вот эта девчонка, я говорю, вот ловит. Молодец. Ладно, старина, давай, может, еще на обратном пути подойдем. Давай потихоньку. Ага. Они уходят. Ну, давай посмотрим. А вот это что было за здание тут большое? Которое слева? Это уголь перерабатывали. Вот тут, там, сюда. Это, короче, это специально было сделано под шахту, чтобы уголь вывозить. Это не пассажирские перевозки здесь были, да? Далее, следуя по заданному маршруту, я снова встретил тех самых мальчишек. И они согласились показать мне заброшенную железнодорожную станцию. Ешь твой 20. Как я говорил ранее, эти ребята не особо горели желанием попадать в кадр. И поэтому, снимая видео, чтобы их не смущать, я старался особо не акцентировать съемки именно на них. Вследствие этого их речь в некоторых местах звучит достаточно тихо. Поэтому в таких местах я добавил субтитры. Сейчас. Застрял, что ли? Соответственно, чтобы все было понятно, вам эти самые субтитры нужно будет включить. Куртку как-нибудь скрути. Давайте вот оттуда здание спереди зайдем. Ну я не знаю, тебе виднее. Ты... В компьютерные игры играете? Да, конечно. В какие? Многие. Например, Counter-Strike? Counter-Strike, PUBG Mobile. Это на телефоне. На компьютерах тоже играть. Да. Resident Evil 4. GTA в основном. А GTA сейчас какая? 5-я или 6-я? 5-я. А 6-й нету? Что нету, но 3-я, 2-я тоже есть. А сколько в вашей школе человек, который в этом городе находится? У нас 4 школы. 4 школы в этом? Как город называется? Квартиры. Кварчеле. Там 4 школы? Да. Это перелезать надо. Ну, подержишь. Ира, забери свою собаку. Не бойся, не бойся. Там подземка. А? Войдем или тут собака? Где ходите? Да я не знаю, пройдем мы там, наверное, в грязи. А? Сейчас фонариком посветим, посмотрим, что там подержи.
Это тоже подержи. А как вылезать будем? Туда уже поднимемся. И там уже перейдем. Не грязно там? Будешь прыгать? Ну а что, мне обратно что лететь? Да, иди, подержи-ка. Обратно как? Можно выйти. Давай. Тебе экстремальный туризм, Женек. А, ничего себе, как чисто здесь. Фиг узнать, смола какая-то. А ты чего это? А вот эти 4-я, 3-я, 5-я шахты, это как бы тоже поселки? Нет, это ну шахты. Но там люди живут? А, нет. А. Это именно вот эти места, где негры заживали. А. Как шахты открывались. Вот этот вот город, который вы приезжали в Колчак. Все изначально отсюда восстановили. А, Ачкмара как он, да? А, ну тут Ачкверли, а потом это Ачкмара. Ну что, наверное, надо выходить нам обратно. Так. Ну тут вокзал был специально для перевозки угля это сделан, да? Там дом розовый подальше, там сколько, 13 семей живет, да? Вот этот вот. Ага, розовый, да? 13 вон семей. там наверху, который это раньше ресторан был. А, сейчас там кино снимают, да? Чтобы было понятно, специально показываю этот дом. Это единственный дом в этой местности, в котором правительство покрыло крышу. Мы чуть ранее проходили мимо него. Это тот самый дом, около которого бегают поросята. А бывший ресторан, про который говорит мальчик, это то место, где сейчас возводят декорации для фильма. Здание бывшего ресторана. И здесь была еще, помимо ресторана, гостиница. А электричество у вас какое, подведено или за счет генераторов? Нет, подведено. Подведено электричество, да? И сколько всего в Акмаре живет человек примерно? В Акмаре? В Акмаре. В этом поселке человек 50. Человек 50. Еще выше поселки. Тоже там где-то 50 по 40. 50-40 человек. А поселок выше как называется? Жантуха, Поляна, Хольджал. Да в Поляне мы там пришли, там увидели 2 человек. Сколько там в Поляне живет? В основном мало. Вот именно это самый маленький поселок. Сейчас там не осталось. Раньше самый большой был, самый населенный. Поляна? Да. А сейчас там осталось несколько человек? Да. Куда только... Да еще сейчас, я насколько знаю, у вас только в последние года 2 стали приезжать много туристов, да? Да. У нас и до этого тоже приезжали, но мало. Раньше просто меньше приезжало, а сейчас уже как водопады открылись. В этом году мы... Ну, это вон тот розовый дом, там, ты говоришь, 13 семей живет, да? А, ну я это говорил про этот, да. Ребят, ну а как вы хотели бы здесь жить, остаться, или, например, переехать куда-нибудь там, в Гагру или в Сухум? Желательно, если тут все устроится, я бы тут остался. Тут остался? Да, конечно, если тут все выстроилось бы
как раньше все стало. Вы раньше, которые фотки смотрели, были? Я знаю, До здесь войны, которые сняты. в конце 80-х здесь жило 5000 человек. Да, 5000. Именно поселок. Этот город строили немцы пленные и отстроили как бы в западноевропейском стиле. Сюда очередь на жилье стояли на несколько лет вперед. Не могли люди поселиться здесь. Потому что природа как бы хорошая. Но здесь работа была, вот эти шахты. Шахты, тут чего только не было. Они Больницы, так построили, так школы. А сейчас делают люди в основном работу, которые здесь живут. Моя мама, например, на Красной Поляне работает. А, это в Сочи ездит. Ну, ездит, что она там в ресторане работает шеф-поваром. Ну, она, видимо, на неделю уезжает, да? Не на неделю, она там месяцами находится. А потом приезжает на большой отпуск, да? Да. Понятно. А другие люди где работают, не знаешь? Папа мой на границе работает. А, на границе. Но у вас автомобиль, наверное, свой есть, да? Все каждый. Конечно. А, здесь кто живет, в основном все со своим автомобилем. Ну, автобусы По 3-2 тоже машины ходят. есть. А, здесь автобусы ходят у вас? Да. Школьный ходит И сколько примерно раз в день автобус ходит? 2 раза. 2 раза. 2 раза в день, да? То есть вот здесь не то, что совсем такая глушь, а еще как-то более-менее цивилизация присутствует. Конечно. Я просто изначально... Это все, вот, что в интернете, город-призрак, это все сказки, не верю. Вот это раньше больница была. Да, я знаю. Но сюда в основном мы ехали из-за того, чтобы город-призрак посмотреть. То есть, Призраков нашли? призрак, нет, здесь призрак имеется в виду, то, что как бы разрушенный город, и практически нет людей, то есть вот так вот. И здесь в основном как бы поэтому здесь туризм стал развиваться, вот именно из-за этого. Да. То есть людям было интересно все это. А в России нету разрушенных городов? Есть, конечно, есть. Это везде есть. Все мы такие раз. И в России такие есть города. Есть, они есть везде, практически в любой стране, в той или иной степени. Вот мой вам совет желательно, так не пишите. Знаю, что тут люди. А то есть такие, которые типа сначала общаются, такие хорошие, а потом бах в интернете, о, это призраки, они с призраками дружат, всякую чушь пишут. Да не, ну это детский сад какой-то, это что? Ну, вот видите, такое тоже полетело. Природа вот здесь хорошая. А, это да. В лес ходим. Охота у нас развита. Охота развита. Конечно. А какие здесь животные у вас? Кабан, медведь, косуля. И птичная охота, утки, гуси, валишник. Вот валишника могу показать. Валишник, а что это такое? Ну-ка, В России на нее тоже охота. давай. Вот мой вчерашний трофей. Ну-ка, сделай большую. Это ее что, подстрелил или что? Да, подстрелил. Из ружья? 12-го калибра пятизарядка. Ничего себе, молодец. Вот где мы были, вон там. Да, вот там перелет. А, вот у вас вот, смотрю, не скучно, и поохотиться можно, и И футбольная. порыбачить, рыбалка у нас это вообще святое, форель, усач, и этот, лосось. Футбольное поле у вас есть. Бассейны тоже держим. Бассейны? Да, там карп у нас, сазан, белый амур. Рыбы. Сейчас мой сосед водку варит там. Что делает? Водку варит самогонку. А, Можно было пойти вот сейчас спуститься, а потом вот там идти, что там будет. ну а где, давайте побыстрее, что там, наверное, нас машина ждет. Или там без разницы. Ну так уже одинаково, в принципе, там просто болезнь. Вот прямо у того здания видим. Да, я знаю. Вот сейчас вот там кино снимают. Да, я видел. А в магазин в город ездить как это? Вот это раньше школа была. Да, я знаю. Вот рассказали. Третья. Третья? А сколько здесь всего школ-то? Одна, две было? На Чантухе была, вот тут была, на Поляне была. 3 вот выходит. 3 школы. Нормально. В классах не меньше 20 человек не было. Редкость была. Ну а здесь, я так понимаю, вообще работы никакой нету. Вот только вот это Да, продавать. Вот там бабушка что продает, да? мед,
вкусный, у нас полезный каштан. Вино тоже свое. Вот тут где-то моим раздавлено. На его дом внимания не обращали. Вдоль дома по балконам виноградники. Что ты не обращал, ты все это вино делал? Виноградника. А, вино делаете. Да, конечно. А в этом городе Ткварчкевели работа есть? Да. Ну, школа, больница. А, школа, больница так. Такие работы. Вас вообще как? Сергей, Сергей. Меня Томас. Томас, очень приятно, Томас. Давай. Это вот киношники, да? Да. Они строят эти декорации, видимо. Как муравьи работают. На водопадах были? На водопадах не были, но как водопадов я много повидал водопадов, как бы мне не очень интересно. Просто время на них тратить. А, вот эти на меня нападали, собаки в этой на поляне. По-моему, вот эти. Тут можно на первую шахту пройти, поговорите с водителем. Да уж не 2 знаю. минуты ждёт. А что там на первой шахте? Вот вход в первую шахту, год написано. Обычно все туда бегут, чтобы только вот этот вход снять. Как раз мы коснулись поселка Поляна. Теперь тогда давайте посмотрим его. Еще раз напомню, он находится примерно в нескольких километрах от Акармары, выше в горах. Как ранее говорил мальчик, в Поляне живет всего несколько человек. То есть это почти полностью заброшенный населенный пункт. Почти рабочий. Ну там живут, представляешь? Там живут. Да. Ну что, как наблюдаем, ребят, в этом доме еще живут. Вон сушится белье. В общем-то, местные жители сказали, что их лучше снимать не надо. Но на словах могу вам передать то, что электричества здесь нет. Живут за счет генератора. А за продуктами они ходят, спускаются. Это ближайший город, который находится примерно в 8 километрах отсюда. Может быть, 10. Ну, здесь тоже живут. Вон, видим, там белье сушится на балконе. Здесь, по всей видимости, раньше был какой-то продовольственный магазин. А это вот боковая сторона здания бывшей школы, в которой училось раньше около 4000 человек. Школа работала в 2 смены. По крайней мере, нам рассказали так местные. Ну, можно подвергнуться нападению бродячих собак. С помощью камней только отпугиваю. Ну что же, мы покидаем поляну, и напоследок я вам покажу то место, которое вызвало у меня небольшое удивление.
Совсем недалеко от так называемого города-призрака Акармары находится отель. И возникает вопрос, какой нафиг это город-призрак, если рядом с ним стоит отель? А дело вот в чем. В апреле 2017 года Кабмин Абхазии предоставил право пользования радоновыми источниками, которые здесь находятся, одной из организаций. Организация обязалась восстановить курорт, создать 35 рабочих мест и ежегодно отчислять налоги в бюджет. А чтобы было понятно, наверное, все-таки надо совсем ненадолго вернуться в историю. В советские годы здесь работал санаторий на 400 мест, пациенты которых ждали своей очереди на лечение по несколько лет. После войны от санатория практически ничего не осталось, только полуразрушенные ванны, в которые по-прежнему текла вода. Вода здесь считается очень целебной и имеет относительно высокую температуру, в районе 35 градусов Цельсия. Теперь же здесь все выглядит довольно-таки неплохо, и у отдыхающих в Абхазии есть возможность принять оздоравливающие ванны в этих источниках. Стоимость одного сеанса 200 рублей. Ну что же, давайте подытожим. Итак, город-призрак Акармара постепенно начинает терять свой статус. Если еще лет 5 назад так оно и было, то сейчас ситуация меняется. В то же время населенные пункты, находящиеся в некотором удалении от Акармары, на сегодняшний день являются настоящими городами-призраками.